Приветствую вас в школе навыков Kaizen, друзья! Предлагаю вашему вниманию подборку классных переходов между блоками вашего сайта, а именно переход в виде облаков. Вот такая волна, смена фонового цвета, переход с помощью цветных анимированных кругов и так далее. Усаживайтесь поудобнее, ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, и давайте начинать. Начнем с анимированных кругов. Создаем Zero блок. Убираем все лишнее. Меняем цвет фона. А также делаем сам блок длиннее, так как Zero блок мы разобьем на два других блока. Добавим Shape. Сделаем его круглым и поменяем заливку. Зажимаем Shift и увеличиваем наш круг. Помещаем посередине блока в ширину и опускаем чуть ниже. Добавляем пошаговую анимацию. Здесь выбираем On Scroll. Параметр дистанции увеличиваем на 5000 пикселей. Это говорит о том, что анимация заработает только после того, как мы прокрутим страницу на 5000 пикселей. А также задаем масштабирование круга на 1000 пикселей, чтобы он заполнил весь блок. Последним шагом делаем Shape фиксированным. Давайте посмотрим, что у нас получается. Круг изначально обычных размеров, а после прокрутки страницы он постепенно начинает увеличиваться и заполнять собой все пространство. А при обратном прокручивании круг наоборот возвращается в исходное состояние. Идем дальше. Добавляем текст. Располагаем посередине. Добавляем пошаговую анимацию. Также выбираем On Scroll. Дистанцию ставим в 2000 пикселей. И фиксируем наш текст. Теперь копируем наш круг. Изменяем цвет заливки. Спускаемся ниже на 2500 пикселей и выравниваем посередине. Грубо говоря, красный круг — это первый блок, а синий — второй. Соответственно, в любой из блоков мы можем добавить желаемый контент. Давайте сделаем это на примере того же текстового элемента. Добавляю текст во второй блок. И вот что получается. Следующий переход со сменой фонового цвета. Здесь нам понадобятся только стандартные блоки тильды. У меня уже есть небольшая заготовка из шапки и 3 блоков. Допустим, я хочу, чтобы в первом блоке был один фон. Далее, при прокручивании до второго фон изменился, а на третьем блоке изменился еще раз. Сейчас мы этим и займемся. Увеличу немного отступ. Итак, после первого блока нажимаем на плюс, заходим в раздел «Разделитель» и находим блок DV11A – переключение цвета фона. Заходим в настройки и выбираем желаемый цвет фона.
Спускаемся до третьего блока и снова добавляем DV11A. Точно так же задаем цвет. В итоге получаем желаемый результат. А теперь я добавлю еще один блок и еще один цвет. Выглядит это уже более интересно, друзья. Двигаемся дальше, и на очереди переход с облаками. Первым делом заходим в графический редактор Figma. Если у вас его нет, очень рекомендую скачать. Добавляем сюда файлы с облаками. Начинаем собирать их для нашего перехода. Это произвольная задача, поэтому здесь не будет четкой инструкции о том, как правильно собрать эти облака. Помните только о том, что основание в целом должно быть полностью белым, чтобы было как можно меньше просветов. У меня вот середина практически вся получилась сплошной белой. После того, как собрали, выделяем все элементы и нажимаем Ctrl+G. Это сгруппирует все облака. Оттягиваем пока в сторонку готовый слой и точно так же собираем еще один. По ссылке в описании вы найдете все эти файлы с облаками, как по отдельности, так и готовые слои, которые сейчас с вами делаю в редакторе. Итак, второй слой готов. Теперь сохраним их. Для этого выделяем слой, нажимаем «Экспорт», выбираем формат SFG и сохраняем. Переходим в тильду и создаем Zero блок. Для большей наглядности я загружу сюда фоновую картинку. Сам блок сделаю длиннее. Также настрою фильтры. Фоновую картинку и заголовок сделаю фиксированным. Теперь нам нужно добавить сюда два слоя с облаками. Нажимаем Ctrl+L, выбираем первый слой. Делаем 100% ширину. Нажимаем плюс контейнер. Выбираем Window контейнер и располагаем по центру. То же самое делаем со вторым слоем. Располагаем облака так, чтобы полностью закрыть нижнюю границу блока. При необходимости можно закрыть засветы с помощью белого шейпа.
Остается опубликовать страницу и насладиться крутым результатом. Рассмотрим переход с волнами. Открываем Zero Block, оставляем заголовок посередине. Делаем блок длиннее. Заходим в фигму. Выбираем этот инструмент и начинаем рисовать волну. Ставим первую точку. Далее зажимаем ее, тянем мышку вниз, отпускаем кнопку и получаем вот такую дугу. Еще раз нажимаем левую кнопку мыши, чтобы ее зафиксировать. Теперь опять зажимаем кнопку и тянем уже вверх. Отпускаем кнопку и получаем обратную дугу. Проходимся по границам рабочей области, а последнюю точку соединяем с самой первой. Нажимаем Enter. Нажимаем первую кнопку сверху. Она вызывает функцию, которая позволяет отредактировать векторные изображения, которые мы нарисовали. Двигаем ползунки и точки таким образом, чтобы получить идеальную изогнутую линию. Отлично. Нажимаем Fill и выбираем фоновую заливку. Строк убираем, выделяем наш вектор и дублируем его. Полученную копию опускаем чуть ниже и делаем ее прозрачной. Получаем второй слой. Здесь также можно поиграться с точками и расположением второго слоя. Зажав Shift, выделяем два наших вектора и группируем их комбинацией клавиш Ctrl плюс G. Нажимаем Экспорт и сохраняем в формате SVG. Возвращаемся в Zero Block и загружаем сюда вектор. Делаем 100% ширину. Нажимаем плюс контейнер. Выбираем Window контейнер, центр, топ. Заголовок располагаем поверх нашего вектора. Исходник этого перехода вы также найдете в описании к этому видео, друзья. А напоследок разберем стандартные переходы, которые предлагает нам Tilda. Идем в раздел «Разделить» и прокручиваем до самого последнего блока под названием DB12 для разделения секций. Здесь нам предлагают три перехода, один из которых вы увидите сразу. Называется он «Зигзаг» и выглядит вот так. Далее заходим в контент и выбираем стрелку, второй тип перехода. А третий под названием «Скос» небрежно обрезает верхушку вашего блока и создает достаточно стильный и заметный переход. На этом пока все, друзья. Оставляйте свои мнения в комментариях и поделитесь другими переходами, которые вы, возможно, видели на каких-нибудь сайтах. Ну а мы постараемся их повторить для вас. До новых встреч!